Керем Бюрсин готовится к роли, в которой вы его еще не видели. На этот раз никаких привычных офисов, дорогих костюмов и легких побед. Его герой окажется на профессиональной кухне, где одна ошибка способна разрушить репутацию, а имя главной партнерши актера почему-то до сих пор держит в секрете. Случайность. Это или создатели специально разжигают интерес. Демет Оздемир тем временем опубликовала очень личные семейные фотографии и назвала сестру своей второй половинкой. Красивое поздравление быстро разлетелось по социальным сетям. Только за этой короткой фразой скрывается история, начавшаяся задолго до славы Демет. История о времени, когда семье было непросто, а ее будущая карьера зависела от поддержки самого близкого человека. Кыванч Татлытук тоже готовит сюрприз. По сообщениям турецкой прессы, актер может отказаться от привычного сериального образа и отправиться в путешествие по разным странам. Причем это будет не очередная роль, а проект, где зрители впервые увидят настоящего Кыванча, без сценария, выученных реплик и экранной маски. Также сегодня поговорим о редком признании Озана Акбабы, новой паре Мирай Данер, и Халита Азгюра Сары, и женщине, чья большая мечта неожиданно привела ее на свадебную сцену. Оставайтесь с нами до конца, потому что главная интрига связана с новым сериалом Керема Бюрсина. Проект уже обсуждают, съемочные планы актера изменились, а создатели пока не раскрывают имя женщины, которая появится рядом с ним. На первый взгляд, обычные семейные поздравления. Несколько фотографий, теплые слова и красные розы. Однако для Демет Оздемир этот день оказался связан не только с днем рождения старшей сестры Дерии, но и с человеком, который поддерживал ее задолго до известности. Демет назвала сестру своей второй половинкой. Фраза короткая, но за ней стоит гораздо больше, чем просто красивое обращение для социальных сетей. Дерия знала Демет еще до сериалов, рекламных контрактов и миллионов поклонников. Она была рядом в период, когда семья переживала непростые перемены. После расставания родителей Демет вместе с матерью, братом и сестрой переехала в Стамбул. В старых интервью актриса рассказывала, что Дерия рано начала работать, снималась для каталогов и занималась танцами. Заработанные деньги помогали семье и шли в том числе на образование младшей сестры. Сегодня эти детали легко потерять за красивой картинкой успешной звезды. Мы видим премьеры, дорогие наряды и профессиональные фотографии, но редко задумываемся, кто поддерживал человека в то время, когда никакой славы еще не было. Лично меня в этой истории трогает не сама публикация, а память. Демет не забыла человека, который видел ее мечты до того, как в них поверили остальные. А у вас есть человек, которого вы могли бы назвать своей второй половинкой не из-за романтической любви, а потому что он прошел рядом с вами самые трудные годы? Напишите об этом в комментариях. После такой семейной истории особенно интересно посмотреть на мужчину, который тоже редко выставляет личное на показ. Озан Акбаба опубликовал всего несколько слов в день рождения жены, но поклонникам этого хватило, чтобы снова начать обсуждать их отношения. Несколько слов Озана Акбабы действительно заставили публику снова заговорить о его семье. Только сам актер не устраивал громких признаний, не писал длинных посланий и не пытался что-либо доказывать незнакомым людям. В день рождения супруги Букет он выбрал короткую фразу: «Как хорошо, что ты есть». По-моему, иногда именно такие поздравления звучат честнее всего. Особенно, когда за ними стоят не несколько месяцев красивого романа, а почти десятилетия общей жизни. Озан Акбаба и Букет Арыкан поженились летом 2017 года. Спустя год в семье появился сын Озан Али. Букет тоже связана с киноиндустрией, поэтому она прекрасно понимает, что означает жизнь рядом с человеком, который надолго уезжает на съемки, возвращается домой после тяжелых смен и постоянно находится под вниманием публики. Зрители привыкли видеть Озана в образе Джихана Альборы, сурового мужчины, который отвечает за огромную семью
и редко позволяет себе слабость. Реальный Озон тоже не любит подробно обсуждать личную жизнь. Семейные фотографии появляются нечасто, а каждое короткое послание моментально начинают разбирать чуть ли не по буквам. Стоит актеру несколько дней ничего не опубликовать, в социальных сетях уже ищут охлаждение. Появляется совместный снимок, те же люди объявляют, что супруги кому-то что-то доказывают. Согласитесь, странная логика. Семья ведь существует не для того, чтобы каждый вечер отчитываться перед подписчиками. Никаких подтвержденных заявлений о серьезных разногласиях между Озоном и Букет нет. Домыслы вокруг ревности, съемок и экранной партнерши актера остаются именно домыслами. Приписывать их супругам как установленный факт было бы нечестно. Гораздо больше об отношениях Озона с женой говорит другое его послание. Несколько месяцев назад актер публично благодарил Букет за то, что во время его отсутствия она взяла на себя заботу о доме и сыне, продолжая при этом работать над собственными проектами. Это уже не дежурный комплимент. Так говорит мужчина, который понимает цену ежедневного труда рядом с ним. Не каждая любовь нуждается в бесконечной демонстрации. Одни пары рассказывают о каждом ужине, другие оставляют самое важное внутри семьи. Озон и Букет, похоже, выбрали второй путь. Поддержите этот выпуск отметкой «Нравится», если вам тоже ближе спокойный разговор, без попытки превратить любую фотографию в семейный скандал. Пока публика пытается угадать, что происходит за закрытыми дверями реального дома Озона Акбабы, Мирай Данер и Халид Озгур Сары готовятся открыть двери в куда более тревожный мир. Там исчезновение одного человека и трагедия в другой семье сведут вместе двух героев, которые при обычных обстоятельствах едва ли посмотрели бы друг на друга. Первые совместные кадры Мирай Данер и Халита Озгура Сары со съемочной площадки Аликара быстро разошлись среди поклонников. Причина понятна. Оба актера молоды, оба уже успели доказать, что способны удерживать внимание, а вместе они появляются впервые. Только не спешите видеть в этих фотографиях готовую романтическую историю. За улыбками между дублями скрывается проект с довольно мрачной завязкой. Мирай Данер играет Ишек, судебного психолога, выросшую в Стамбуле и привыкшую полагаться на разум. Ее профессия требует внимательно слушать людей, замечать противоречия и находить то, что собеседник пытается спрятать даже от самого себя. Привычный порядок рушится, когда отец Ешек внезапно исчезает. Герой Халита Озгура Сары, Денис, опытный полицейский, который привык искать ответы не в теориях, а на улицах, среди показаний, улик и чужого молчания. Его личная жизнь меняется после трагической потери племянницы Неши. Обстоятельства произошедшего оставляют слишком много нестыковок, чтобы просто закрыть эту страницу. Два незнакомых человека начинают искать правду, каждый по своей причине. Ишек движется холодной логикой. Денис доверяет опыту и интуиции. Она выросла в одном мире, он сформировался в совершенно другом. Уже на этом столкновении можно построить сильную драму, не прибегая к дешевым трюкам. Меня привлекает в Аликара именно этот контраст. Не просто красивая пара, которую поставили рядом ради рекламного плаката, а два характера, вынужденные учиться слышать друг друга. За одним расследованием постепенно открываются старые семейные тайны, а профессиональное недоверие может смениться связью, к которой оба окажутся не готовы. Проект снимают для Todd Studios. Режиссерское кресло заняла Хюлия Гезер, а над сценарием работают Элем Джан Палат и Бенгю Чунджу. Это цифровой формат, а значит, история, вероятно, сможет двигаться плотнее обычного телевизионного сериала, без бесконечных повторов одного разговора и искусственного растягивания каждой тайны. Любовная линия пока не раскрыта полностью. Утверждать, что герои обязательно станут парой, рано. Первые материалы обещают прежде всего психологическую драму и расследование, а не легкую романтику. Зрителю оставляют более интересную загадку.
Смогут ли Иших и Денис довериться друг другу, если каждый из них подозревает, что правда может оказаться болезненнее неизвестности? От серьезного мира психологов, исследователей, мы переносимся к музыке, ярким праздникам и женщине, которая мечтала совсем о другой сцене. Ее голос должен был звучать в джазовых залах, однако жизнь приготовила ей публику, которая больше занята свадебным тортом, чем тонкостями музыки. Название нового фильма можно перевести как «Свадебная певица» или «Певица на свадьбах». В центре сюжета Шахназ, джазовая исполнительница, чья профессиональная дорога неожиданно сворачивает туда, куда она сама явно не собиралась. Главную роль получил Ясмин Сакалы-Оглу. Многие зрители знают ее прежде всего как комедийную актрису, способную одним выражением лица рассказать больше, чем иной артист длинным монологом. Однако новая работа дает ей возможность показать не только юмор. Шахназ – женщина с талантом и собственным представлением о будущем. Она видела себя на сцене, где публика приходит слушать музыку. Вместо этого ей приходится выступать на свадьбах, где каждый вечер живет по знакомому сценарию: нарядные гости, шумные родственники, танцы, поздравления и просьбы спеть что-нибудь повеселее. Смешная ситуация. Несомненная. Одновременно в ней есть довольно горькая правда. Сколько людей однажды обнаруживали, что жизнь привела их совсем не туда, куда они собирались. Диплом лежит в шкафу, мечта отложена до лучших времен, а человек каждое утро убеждает себя, что это временно. Будет ли Шахназ бороться за возвращение к джазу, или найдет новое счастье там, где меньше всего его ожидала? Создатели пока не раскрывают весь маршрут героини. Именно поэтому фильм может оказаться интереснее обычной комедии о смешных свадебных происшествиях. Сценарий написал Эрди Ишик, режиссером стал Эмре Айбек. В актерской команде также заявлены Йигит Асшенер, Мехмет Кархан Ферат, Али Аксёс и Ханде Дагандемир. Йигит играет владельца заведения Музафира, к которому Шахназ обращается за помощью. Мехмет Корхан Ферат появится в роли ее близкого друга Улаша, а Али Аксёс в образе Керима. Большой состав сам по себе ничего не гарантирует. Можно собрать десяток известных лиц и получить пустую историю. Здесь все будет зависеть от того, сумеют ли авторы сохранить равновесие между юмором и человеческой драмой. Лично я бы не стал рекламировать этот фильм только как веселую свадебную комедию. Намного сильнее звучит история женщины, которая не желает окончательно прощаться со своей мечтой. Праздники вокруг нее заканчиваются каждую ночь, гости расходятся, музыка замолкает, а ее собственная жизнь все еще требует ответа. Шахназ придется искать новый путь внутри одного города. Кыванч Татлытук, судя по свежим сообщениям турецкой прессы, может отправиться гораздо дальше. Причем на этот раз ему не понадобится выученный диалог, исторический костюм или экранная возлюбленная. В центре кадра окажутся он сам, незнакомые страны и кухня, которой актер увлекается уже давно. Кыванча Татлытуга привыкли ждать в больших сериалах. Стоит ему сделать паузу, как вокруг следующей роли моментально начинается настоящий аукцион слухов. Историческая драма, современный сериал, фильм для цифровой платформы. Актеру успевают приписать все сразу. Свежая информация оказалась куда неожиданнее. Журналист Мехмет Устюндак рассказал в программе «Гелканушалом», что Кыванч может стать лицом путешественно-гастрономического проекта для цифровой платформы. Предполагаемый формат выглядит так. Актер будет посещать разные страны, знакомиться с местными блюдами, традициями и образом жизни. Маршрут пока формируется, а съемки, по словам журналиста, планируют начать в сентябре. Сразу расставим все по местам. Платформа еще не представила проект официально. Названия нет, список стран не опубликован, контракт публично не показан. Поэтому правильная формулировка сейчас: программа готовится или обсуждается, они уже сняты и завтра выходят на экраны.
Сама идея при этом совсем не выглядит случайной. Кванч много лет интересуется приготовлением еды. Он проходил кулинарное обучение в Турции, а затем отправился учиться в знаменитую лондонскую школу Le Cordon Bleu. Для него гастрономия – не внезапное увлечение, придуманное продюсерами ради красивого кадра. Представьте Кванча не в роскошном особняке и не посреди драматической сцены, а на маленьком рынке где-нибудь у моря. Перед ним местный повар, который не знает турецких сериалов, зато знает рецепт, передававшийся в его семье несколько поколений. Там уже не спрячешься за образом героя. Нужно пробовать, задавать вопросы, удивляться и реагировать по-настоящему. Для зрителей это редкая возможность увидеть актера без привычной дистанции. В художественном проекте мы оцениваем персонажа. В путешествии начинает раскрываться сам человек, что вызывает у него любопытство, насколько легко он общается с незнакомцами, чего избегает, над чем смеется. Есть и риск. Имя Кванча привлечет внимание к первой серии, но удержать аудиторию сможет только содержательная программа. Одними красивыми видами и тарелками сегодня никого не удивишь. Нужны живые люди, настоящие истории и ощущение, что ведущий действительно хочет понять чужую культуру, а не просто позирует рядом с очередным блюдом. Хотели бы вы увидеть Кванча в таком формате? Какую страну ему стоило бы посетить первой? Турцию мы и так знаем прекрасно, поэтому назовите место, где вам особенно интересно было бы посмотреть на его реакцию. Любопытное совпадение. Пока один из самых известных турецких актеров собирается путешествовать ради гастрономии, другой может возглавить кухню на экране. Только герою Керема Бюрсина предстоит неспокойно пробовать местные блюда. Ему придется защищать имя, репутацию и право снова оказаться среди лучших. Керем Бюрсин в образе шеф-повара уже звучит как хорошая заявка. Не романтический герой в дорогом костюме, непривычный уверенный красавец, который одним взглядом покоряет героиню, а человек, чья судьба зависит от выдержки, таланта и способности выдержать давление профессиональной кухни. По информации журналистки Берсен Алтунташ, подготовка к 8-серийному проекту Grand Maison Istanbul уже началась. Производством занимается Das Yapım, а Керему предназначена роль Атеш Левентоглу, успешного и харизматичного шеф-повара. Сериал станет турецкой адаптацией японского проекта Grand Maison Tokyo. Оригинальная история строится вокруг знаменитого кулинара, чья карьера оказывается разрушена после серьезного профессионального провала. Герой пытается вернуть доверие, собрать новую команду и доказать, что один тяжелый эпизод не обязан перечеркивать всю жизнь. Насколько точно турецкая версия повторит японский сюжет, пока неизвестно. Имя Атеш Левентоглу уже показывает, что историю адаптируют под местную культуру. Съемки планируют проводить в Урле, месте, которое идеально подходит для проекта о кухне, море и продуктах Эгейского побережья. 8 серий – хорошая новость. Такой объем не позволяет бесконечно кружить вокруг одной обиды. Персонажу придется быстро падать, бороться, ошибаться и заново собирать свою жизнь. Для Керема это возможность сыграть мужчину, которому недостаточно быть обаятельным. Атеш должен убедить зрителя, что действительно способен руководить кухней и нести ответственность за людей рядом. Появляется главный источник будущих обсуждений – Дефне. Переговоры с исполнительницей женской роли продолжаются. Имя актрисы пока не объявлено. Именно от этого выбора во многом будет зависеть атмосфера сериала. Зрители Керема всегда внимательно относятся к его партнершам. Одним нужна сильная романтическая линия, другие сравнивают каждую новую пару с предыдущими, третьи заранее решают, что никакая актриса им не подходит. Я бы предложил дождаться имени и первых кадров. Хорошая экранная химия рождается не из фанатских ожиданий, а из точного сценария, режиссуры и работы двух артистов. Сам режиссер тоже пока не определен публично. Prime Video еще не выпустил полноценную презентацию с утвержденным составом и датой премьеры.
Следовательно, новость выглядит серьезным производственным инсайдом, но окончательную печать на ней должна поставить платформа. Рабочее расписание Керема тем временем уже изменилось. Съемки спортивного фильма «Чизгин Шинде», где его партнершей должна стать Алина Босс, перенесены. Причины и новые даты не сообщаются. Связаны ли перенос фильма и появление сериала? Подтвержденного ответа нет. Возможно, проекты просто разводят по времени. Возможно, производственные планы оказались сложнее, чем ожидалось. Придумывать конфликт между командами или тайный отказ актера было бы дешевым номером, никаких оснований для этого сейчас не существует. Куда интереснее другое. За короткое время вокруг Керема сложилась довольно насыщенная картина. Рекламные съемки, отложенный спортивный фильм и новая международная адаптация, где ему предстоит полностью сменить профессию хотя бы на экране. Справится ли он с образом Атэша? Какая актриса должна сыграть Дэфне? Назовите свое имя в комментариях. Только помните, речь идет о вашем зрительском выборе, а не о подтвержденном кастинге. Подпишитесь на канал, чтобы не пропустить официальный состав и первые материалы Grand Maison Istanbul. Когда появятся новые сведения, мы снова спокойно проверим их и отделим реальные решения создателей от фантазий, которые неизбежно начнут расти вокруг самой ожидаемой экранной пары. Друзья, на этом наш сегодняшний выпуск подходит к концу. Какая из этих новостей заинтересовала вас больше всего? Новый образ Керема Бюрсина, необычный проект Кыванча Татватуга, семейная история Демет Аздемир или редкое признание Озана Акбабы? Обязательно напишите свое мнение в комментариях. Особенно интересно узнать, какую актрису вы хотели бы увидеть рядом с Керемом в роли Дэфне. Возможно, именно ваш вариант поддержит и другие зрители нашего канала. Поставьте этому выпуску отметку «Нравится», если вам близок наш подход, без пустых сенсаций, без превращения слухов в факты, но с вниманием к деталям, эмоциям и судьбам любимых турецких актеров. Подписывайтесь на канал «Любовь и мечты» и включайте уведомления, чтобы не пропустить новые выпуски. Впереди нас ждут свежие проекты, неожиданные решения, новые экранные пары и истории, о которых турецкие звезды пока предпочитают говорить очень осторожно. Спасибо, что были с нами до самого конца. Берегите себя и своих близких. До скорой встречи на канале «Любовь и мечты».